Что происходит, когда инженеры открывают затворы гигантской плотины и выпускают миллионы тонн воды за считанные минуты? В 2019-м плотина Спиллуэй в Калифорнии выбросила столько воды, что образовавшийся поток можно было увидеть из космоса. В Китае сброс воды с дамбы трех ущелий создал искусственное цунами высотой с пятиэтажный дом. Но самое шокирующее, эти катастрофические потоки полностью контролируемы. Сейчас вы увидите 7 самых впечатляющих сбросов воды в истории, где человек приручил стихию. Инженеры управляют силой, способной стереть с лица Земли целый город нажатием одной кнопки. Плотина Фукуяма в Японии, февраль 2018 -го. Уровень воды в водохранилище достиг критической отметки после 3 дней непрерывных ливней. Еще 20 сантиметров, и вода начнет переливаться через гребень. Оператор Кензи Танака стоит в центре управления и смотрит на экраны. Это означает неконтролируемый прорыв и затопление долины, где живут 8 тысяч человек. Танака нажимает красную кнопку. Гидравлические механизмы приходят в движение. Первые струи воды вырываются из-под затворов с оглушительным ревом. Стальные затворы весом по 40 тонн, каждый начинают подниматься со скоростью 5 сантиметров в секунду. Через 30 секунд проем достигает метра. Поток врезается в бетонный водосброс с силой, эквивалентной взрыву 2 тонн тротила. Камеры наблюдения фиксируют невероятное зрелище. Вода белой пеной обрушивается вниз с высоты 70 метров. Скорость потока достигает 120 км в час. Это быстрее, чем едет автомобиль по трассе. За 1 минуту плотина сбрасывает 150 тысяч кубометров воды. Это объем 50 олимпийских бассейнов. Вибрация от удара воды о бетон ощущается за километр. Местные жители звонят в полицию, думая, что произошло землетрясение. Облако водяной пыли поднимается на высоту 50 метров и окутывает всю плотину. Видимость падает до нуля. Танака ориентируется только по приборам. Температура воды 4 градуса. Холодный поток создает разницу температур с теплым воздухом. Над водосбросом формируется локальная система ветров. Порывы достигают 40 км в час и срывают с деревьев оставшуюся листву. Через 15 минут давление в водохранилище снижается до безопасного уровня. Танака начинает закрывать затворы. Поток постепенно слабеет. Еще 10 минут и водосброс завершен. Плотина сбросила 2 миллиона кубометров воды за 25 минут. Долина внизу цела. Но это был лишь первый номер в нашем списке. Плотина Гурья в Венесуэле хранит самое большое искусственное озеро Южной Америки. Площадь водохранилища 4000 квадратных километров. Это больше, чем вся Москва. Высота плотины 162 метра. С ее гребня не видно дна. Июль 2016 -го. Сезон дождей превратил притоки реки Корони в бурлящие потоки. Водохранилище наполняется со скоростью 50 сантиметров в сутки. Инженеры принимают решение открыть все 20 водосбросных затворов одновременно. Такое случается раз в 10 лет. Гидравлика приходит в действие в 6 утра. 20 стальных ворот начинают подъем синхронно. Каждый затвор – это конструкция размером с двухэтажный дом и весом 80 тонн. Механизмы поднимают их с точностью до миллиметра. Первые струи прорываются одновременно из 20 проемов. Звук похож на взлет реактивного самолета. Децибелы зашкаливают за 120. Рабочие на плотине надевают наушники, иначе можно оглохнуть за 5 минут. Вода падает с высоты 100 метров. Удар о бетон создает кавитацию. В потоке образуются вакуумные пузыри. Когда они схлопываются, температура внутри достигает 5000 градусов на долю секунды. Этого достаточно, чтобы разрушить бетон. Поэтому водосброс облицован специальной сталью толщиной 10 сантиметров. Через 10 минут плотина выходит на максимальную мощность. 20 потоков сливаются в один гигантский водопад шириной 300 метров. Расход воды достигает 14 тысяч кубометров в секунду. Это в 3 раза больше, чем у Ниагарского водопада. Облако брызг поднимается на 200 метров. Оно видно из города Сьюдад-Гуаяна, который находится в 50 километрах. Местные жители думают, что начался лесной пожар. Столб белого тумана напоминает дым. Вода в реке ниже плотины поднимается на 3 метра за час. Течение ускоряется до 30 километров в час. Рыбаки на берегу бросают лодки и бегут. Поток сносит деревья на берегу, как спички. Камеры фиксируют, как в водосбросе образуются водовороты диаметром 5 метров. Они втягивают бревна и мусор, которые потом выстреливают вниз, как снаряды. Один обломок дерева пробил стальное ограждение толщиной 2 сантиметра. Сброс продолжается 72 часа без остановки. За это время плотина выпустила 3,5 миллиарда кубометров воды. Этого хватило бы, чтобы наполнить 1,5 миллиона олимпийских бассейнов. Плотина Три ущелья в Китае – самая мощная гидроэлектростанция на планете. Длина дамбы – 2 километра 300 метров. Высота – 181 метр. Водохранилище тянется на 600 километров вверх по реке Янцзы.
В нем содержится 39 миллиардов кубометров воды. Август 2020. Наводнение века. Дожди льют 20 дней подряд. Янцзы несет в водохранилище 75 тысяч кубометров воды каждую секунду. Уровень поднимается на метр в сутки. Спутники фиксируют, как озеро расширяется и затапливает берега. Инженеры открывают все 23 глубинных затвора одновременно. Плюс 11 поверхностных водосбросов. 34 гигантских отверстия в теле плотины извергают воду. Из космоса это выглядит как белая полоса поперек реки. Спутник Терра делает снимок. Водяное облако видно на фоне зеленых берегов за 100 километров. Астронавты на МКС различают сброс невооруженным глазом. Каждый глубинный затвор выбрасывает 3000 кубометров в секунду. Вода вылетает из 9-метрового отверстия со скоростью 150 километров в час. Это скорость болида Формулы-1. Струи бьют горизонтально на расстоянии 50 метров, потом падают вниз. 23 белых потока врезаются в реку одновременно. Удар поднимает волны высотой 15 метров. Они расходятся по Янцзы и достигают противоположного берега через минуту. Волны смывают причалы и переворачивают пришвартованные баржи весом 100 тонн. Поверхностные водосбросы работают иначе. Вода падает каскадами по ступеням высотой 20 метров каждая, 9 ступеней. Поток разбивается на белую пену, которая кипит и бурлит. Шум слышен в городе Ичан за 30 километров. Жители закрывают окна, но вибрация проходит сквозь стены. Температура воды на выходе – 12 градусов. Она берется со дна водохранилища, где никогда не бывает солнца. Холодная вода врывается в теплую реку. Разница температур – 18 градусов. Над водой мгновенно образуется туман. Он застилает реку сплошной пеленой на 20 километров вниз по течению. Рыба массово гибнет от температурного шока. Тысячи мертвых карпов всплывают брюхом вверх. Местные жители собирают их сачками. Бесплатный улов. Расход через плотину достигает рекордных 70 тысяч кубометров в секунду. Это больше, чем расход Амазонки в сухой сезон. Вся эта масса воды проходит через искусственное сооружение, созданное руками человека. Сброс длится 10 суток. Уровень водохранилища падает на 8 метров. Берега покрыты илом и мусором. Граница прежнего уровня видна, как темная полоса на скалах. Плотина Итайпу на границе Бразилии и Парагвая перекрывает реку Парану. 14 водосбросных затворов, каждый шириной 80 метров. Когда все открыто одновременно, зрелище затмевает любой природный водопад. Октябрь 2014-го. Поводок после сезона дождей. Инженеры запускают протокол экстренного сброса. 14 затворов поднимаются на максимальную высоту. 14 метров. Открывается пролет шириной больше километра. Вода обрушивается с высоты 109 метров. Это как сбросить океан с 30-этажного здания. Поток достигает дна за 3 секунды. Скорость удара 170 км в час. Бетонное основание содрогается. Сейсмографы в 200 километрах регистрируют колебания магнитудой 2 балла. Расход воды достигает 62 тысяч кубометров в секунду. Для сравнения, это 46 Ниагарских водопадов одновременно. Вся эта масса проходит через рукотворное сооружение. Облако водяной пыли взмывает на 300 метров. Капли воды разлетаются на километр в округе. Дождь идет при ясном небе. Солнечные лучи преломляются в миллиардах капель. Над плотиной зависают сразу 3 радуги. Тройная дуга от края до края. Шум заглушает все в радиусе 5 километров. Гиды туристических групп раздают беруши еще на подъезде. Без защиты за 10 минут начинается головная боль. За полчаса – тошнота и дезориентация. Звуковая волна такой силы воздействует на вестибулярный аппарат. Ветер от падающей воды разгоняется до 80 километров в час. Он срывает ветки с деревьев на берегу. Туристы держатся за ограждение, чтобы их не сдуло. Женщину весом 50 килограммов порыв сбивает с ног. Она получает перелом руки. Вода в реке ниже плотины превращается в белый кипящий котел. Температура поднимается на 3 градуса от трения потоков. Пар поднимается над поверхностью. Видимость падает до 50 метров. Рыба уходит из этого участка реки за сутки до сброса. Биологи не знают как, но она чувствует вибрацию подготовки затворов. За 3 километра ниже плотины не остается ни одной живой рыбы. Они мигрируют вниз по течению и возвращаются только через неделю после окончания сброса. Камни на дне реки размером с человеческую голову перекатываются потоком, как галька. Они бьются друг от друга. Грохот проходит через толщу воды. Гидрофоны фиксируют звук на расстоянии 20 километров вниз по течению. Сброс работает 48 часов. За это время через плотину проходит 10 миллиардов кубометров воды. Этого хватило бы, чтобы наполнить 4 миллиона олимпийских бассейнов. Или обеспечить водой Москву на 3 года. Плотина Красноярская ГЭС на Енисее держит водохранилище длиной 388 километров.
Зима 2012-го выдалась аномально снежной. Весной вся эта масса начала таять одновременно. Апрель, температура поднялась до плюс 15 за 3 дня. Снег в горах Саян превратился в воду. Енисей вздулся на 7 метров за неделю. Приток водохранилища достиг 45 тысяч кубометров в секунду. Уровень поднимался на 80 сантиметров в сутки. Диспетчер Михаил Громов получает приказ открыть водосбросные затворы. 6 пролетов по 20 метров шириной каждый. Он запускает программу последовательного открытия. Сначала поднимается первый затвор. Вода вырывается из-под стального шибера с ревом. Струя бьет на 30 метров вперед, потом падает вниз. Высота падения 102 метра. Поток врезается в ледяную корку на Енисее и пробивает ее насквозь. Льдины толщиной метр раскалываются, как стекло. Через 5 минут открывается второй затвор. Потом третий. Громов следит за показаниями датчиков вибрации. Если открыть все сразу, резонанс может повредить конструкцию плотины. Интервал между запусками строго 7 минут. Когда работают все 6 затворов, расход достигает 30 тысяч кубометров в секунду. Ледяной покров на реке ниже плотины разламывается на куски. Образуется ледоход. Льдины размером с грузовик несутся вниз по течению со скоростью 20 километров в час. Одна глыба весом 50 тонн врезается в опору моста в 15 километрах ниже. Стальная свая диаметром метр гнется на 20 сантиметров. Мост закрывают на ремонт. Температура воды на выходе из затворов 0 градусов. Она поднимается с дна водохранилища, где царит вечный холод. Холодная вода смешивается с ледяной речной. Над Енисеем стоит морозный туман при плюс 10 на берегу. Брызги от падающей воды замерзают в воздухе. Они оседают на конструкциях плотины ледяной коркой. За сутки намерзает слой толщиной 5 сантиметров. Рабочие скалывают лед отбойными молотками, иначе вес льда может обрушить ограждение. Звук сброса слышен в Дивногорске за 12 километров. Жители жалуются, что не могут спать. Гул проникает в дома через закрытые окна. Он резонирует в стенах панельных домов. Люди чувствуют вибрацию, лежа в кроватях. Вода в Енисее ниже плотины поднимается на 4 метра за 6 часов. Течение ускоряется до 40 километров в час. Это быстрее, чем плывет олимпийский чемпион. Человек, упавший в реку, не имеет шансов выбраться. Рыбаки находят мертвого осетра весом 30 килограммов, выброшенного на берег. Его убило резким перепадом давления в воде. Еще десятки рыб плавают кверху брюхом. Природа платит цену за контроль человека над стихией. Сброс продолжается 19 суток. За это время плотина выпустила 50 миллиардов кубометров воды. Уровень в водохранилище упал на 11 метров. Обнажились берега, которые не видели солнца 30 лет. Плотина Оровилл в Калифорнии, самая высокая в США, 235 метров от основания до гребня. Февраль 2017-го превратил ее в бомбу замедленного действия. Дожди льют 12 дней подряд. Калифорния выходит из 5-летней засухи самым жестоким способом. Водохранилище наполняется со скоростью 1,20 см в сутки. Инженеры открывают основной водосброс. Бетонный желоб длиной 900 метров. 11 февраля оператор замечает странное пятно на мониторе. Камера показывает дыру в бетоне водосброса. Размер 6 метров в ширину. Вода размыла бетон и пробила его насквозь. Теперь поток бьет не по желобу, а уходит под него. Он подмывает конструкцию изнутри. Водосброс закрывают. Но дожди не прекращаются. Уровень продолжает расти. Через день вода достигает аварийного водосброса. Это просто бетонная стена без облицовки. Ее никогда не использовали за 50 лет работы плотины. Вода начинает переливаться через край. Сначала тонкой пленкой. Через час сплошным потоком метр толщиной. Поток падает вниз по склону холма. Скорость нарастает. Вода врезается в землю на середине склона. Грунт размывается за минуты. Образуется промоина глубиной 3 метра. Через 10 минут 5 метров. Через час 10 метров. Вода вгрызается в холм, как пила в дерево. Тонны земли и камней несутся вниз. Геологи понимают, еще сутки, и аварийный водосброс обрушится. Тогда вся плотина может пойти трещинами. 900 миллиардов кубометров воды хлынут в долину. Внизу живут 188 тысяч человек. Власти объявляют эвакуацию. Шоссе забиты машинами, люди бросают дома и бегут. У них есть только 2 часа до возможного прорыва. Инженеры принимают отчаянное решение. Они снова открывают поврежденный основной водосброс. Да, он разрушается. Да, это усугубит повреждения. Но это единственный способ сбросить давление. Затвор поднимается. Вода врывается в поврежденный желоб с расходом 3000 кубометров в секунду. Она бьет в дыру и вырывает куски бетона размером с автомобиль. Они летят вниз и разбиваются в щебень. Дыра растет. Через час ее ширина 20 метров. Через 3 часа 45 метров. Половина водосброса просто исчезла. Вода течет по голой земле, размывая склон. Образуется каньон глубиной 20 метров. Вертолеты сбрасывают камни и мешки с песком, пытаясь укрепить размыв. Бесполезно.
Поток сносит все, как пушинки. Бульдозеры работают на краю обрыва, пытаясь направить воду. Один сваливается вниз и исчезает в потоке. Сброс работает на максимуме 3 суток. Уровень в водохранилище падает на 6 метров, давление снижается, угроза прорыва отступает. Эвакуированным разрешают вернуться. Ущерб составляет $300 миллионов. Водосброс разрушен на 2/3, но плотина устояла. Инженеры приручили стихию, заплатив за это куском бетона длиной 400 метров. Плотина Торбела в Пакистане перекрывает реку Инд, июль 2010-го. Муссонные дожди обрушиваются на Гималаи с невиданной силой, ледники тают, реки вздуваются. Инд превращается в коричневый ревущий монстр. Приток воды в водохранилище достигает 80 тысяч кубометров в секунду. Это рекорд за всю историю плотины. Уровень поднимается на метр каждые 3 часа. Инженеры открывают все 14 затворов туннельных водосбросов и 5 поверхностных. Вода ревет в туннелях диаметром 12 метров, скорость потока 180 км в час. Это быстрее скоростного поезда, бетонные стены вибрируют. Инженер Рашид Малик стоит на плотине и чувствует, как дрожит земля под ногами. Поверхностные затворы выбрасывают 5 гигантских струй. Каждая — белая колонна воды толщиной 10 метров. Они падают со 100-метровой высоты и врезаются в реку с силой артиллерийского обстрела. Волны расходятся на 200 метров в стороны. Через 6 часов датчики показывают аномалию. Вибрация одного из туннелей выросла на 20%. Малик отправляет дрон с камерой внутрь. Изображение шокирует. В бетонной облицовке образовалась трещина. Длина 15 метров. Ширина 2 сантиметра. Вода под огромным давлением врывается в трещину. Она расширяет ее изнутри. Через час трещина растет до 30 метров. Куски бетона отваливаются и летят вниз по туннелю со скоростью пули. Закрыть туннель невозможно, а остальные не справятся с потоком. Водохранилище переполнится и перельется через гребень. Это означает катастрофу. Внизу по течению живут 2 миллиона человек. Малик принимает решение увеличить сброс через остальные туннели, перегрузить их, но спасти поврежденный. Расход воды поднимается до максимально допустимого. Бетон нагревается от трения до 50 градусов. В туннелях образуется пар. Река ниже плотины превращается в кипящий ад. Ширина потока достигает километра. Скорость течения 50 км в час. Вода несет деревья, обломки домов, мертвый скот. Все это крутится в гигантских водоворотах. Трещина в поврежденном туннеле продолжает расти. Дрон показывает, она достигла 50 метров. Еще 10 метров, и она дойдет до шва между секциями. Тогда может отвалиться целая плита бетона весом 100 тонн. Она заблокирует туннель. Давление взорвет его изнутри. Малик идет ва-банк. Он закрывает поврежденный туннель на 30 минут. Бригада из 5 человек спускается внутрь на тросах. У них есть полчаса, чтобы заполнить трещину быстротвердеющим составом. После этого туннель откроют снова. Люди работают в аду. Грохот от соседних туннелей оглушает, вибрация сбивает с ног. Они закачивают в трещину 200 литров эпоксидной смолы. Состав твердеет за 15 минут. 29 минут. Бригада выходит. Туннель открывается снова. Вода врывается внутрь. Камера показывает залатанную трещину. Она держит. Эпоксидка выдерживает давление. Сброс продолжается 11 суток. Река Инд затапливает 20% территории Пакистана. Погибают 2000 человек. 20 миллионов остаются без крова, но плотина выстояла. Без нее жертв было бы в 10 раз больше. Это была самая страшная битва инженеров со стихией. Победа досталась ценой куска бетона и нервов Рашида Малика, который 3 месяца после этого лечился от язвы желудка. Что происходит после того, как миллионы тонн воды обрушиваются вниз? Река меняется навсегда. Ниже плотины 3 ущелья ученые измеряют глубину Янцзы. До строительства дамбы дно было на отметке 50 метров. Сейчас 75. Потоки воды при сбросах размыли 25 метров породы за 20 лет. Это скорость эрозии в 100 раз выше естественной. Камни величиной с холодильник перекатываются по дну, как галька. Они шлифуют русло. Янцзы углубляется на метр каждые 3 года. Мосты, построенные 30 лет назад, висят теперь на 5 метров выше воды, чем планировалось. В Калифорнии, ниже плотины Оровилл, образовался новый каньон. Глубина 30 метров, длина 2 километра. Его пробила вода за 3 суток сброса в 2017-м. Геологи называют его самым быстро образовавшимся каньоном в истории наблюдений. Рыба возвращается в реки через недели после сбросов, но экосистема меняется. Ниже Красноярской ГЭС исчезли 3 вида рыб, которые не выдержали холодной воды со дна водохранилища. Зато появились другие виды, приспособленные к новым условиям. Плотина Гури в Венесуэле создала искусственный микроклимат. Влажность воздуха в радиусе 10 километров выросла на 15% из-за постоянного испарения при сбросах. Теперь там растут растения, которые раньше встречались только в 200 километрах севернее. Но самое поразительное открытие сделали на Итайпу.
Сейсмологи обнаружили, что регулярные сбросы воды меняют геологию. Вес водохранилища 29 миллиардов тонн давит на земную кору. Когда уровень резко падает при сбросе, давление меняется. Это провоцирует микроземлетрясения. За последние 10 лет зарегистрировано 407 подземных толчков в радиусе 50 километров от плотины. Магнитуда не превышает 3 баллов, но факт остается, человек научился вызывать землетрясения, сбрасывая воду. Инженеры контролируют силу, которая раньше принадлежала только природе. Нажатие кнопки высвобождает энергию, эквивалентную взрыву атомной бомбы. Вот так нажать кнопку и вызвать землетрясение – это вам не утка в ванной. Если вам интересно, как технологии взаимодействуют с природой, загляните на наш сайт wideori.com по ссылке в описании. Там вас ждут еще более удивительные истории. Но эта энергия направлена, рассчитана, управляема. Плотина Тарбела выдержала натиск стихии благодаря 5 людям, которые за 30 минут залатали трещину в бетоне. Аравил устоял, потому что инженеры пожертвовали водосбросом ради спасения дамбы. 3 ущелья сдерживают наводнения, которые раньше убивали сотни тысяч. Самый впечатляющий сброс воды в истории произошел на 3 ущелья в августе 2020-го. 70 тысяч кубометров в секунду через 34 затвора. Это в 46 раз больше Ниагарского водопада, видимый из космоса, слышимый за 100 километров, управляемый одним человеком из диспетчерской. Вот что происходит, когда открываются затворы плотины. Человек на мгновение становится богом стихии, держащим в руках силу океана.